Привет, друзья! Сегодня я хочу немножко рассказать о своем опыте изучения иностранного языка. Как вы уже знаете, в данный момент я учу польский язык. И, конечно, как у всех, кто изучает иностранный язык, у меня нет времени. Поэтому я начала пробовать находить это время там, где обычно оно не используется. И первое такое место – это детская площадка. На прогулку с детьми я стала брать вот такую сумочку с листочками, на которой я выписываю новые слова. Я кладу ее в рюкзак или просто вешаю на шею и повторяю слова забегами. Это значит по нескольку слов в те моменты, когда у меня свободны руки. А с 1,5-годовалым ребенком таких моментов бывает немного. И второе место – это дорога. В моем случае это пешие прогулки от дома до магазина, когда рядом нет детей. По дороге я, конечно, ничего не смотрю и не читаю, я просто по памяти вслух проговариваю то, что недавно выучила, или то, что приходит на ум. Это выглядит так. Я иду по дороге и вполголоса разговариваю сама с собой. Слава богу, прохожие не смотрят на меня косо, потому что думают, что я разговариваю по телефону. В обеих ситуациях, и на площадке, и по дороге, я обязательно проговариваю слова и предложения вслух. Это очень важно. Когда вы учите иностранный язык, вы должны много раз правильно проговорить вслух все то, что хотите запомнить. Только таким образом вы заговорите. И на детской площадке, и в дороге я проговариваю вслух тот материал, который я учу в данный момент. Например, сейчас я учу тему, связанную с учебой и работой. Вот, кстати, мой учебник, по которому я занимаюсь. И на площадке по листочкам я повторяю слова и предложения. Я хочу показать вам слова. Это слова по той теме, которую я сейчас прохожу, и по предыдущей. То есть по двум темам. На одной стороне у меня написано предложение, либо слово, либо какая-то фраза на, хотела сказать на немецком языке, на польском языке. На второй стороне русский перевод. Польское предложение и русское предложение. Ну вот по двум темам у меня вот столько карточек. Немало, немного. Да, кстати, вот тут у меня уже накопился песок от детской площадки. Итак, на площадке по листочкам я повторяю слова и предложения со словами к той теме, которую я сейчас прохожу, а по дороге в магазин вспоминаю и рассказываю по памяти эти же предложения, либо тренирую грамматику, которая дается в данной теме, в текущей. Например, сейчас я учу будущее время. Я тренирую это так. Беру один глагол и вслух проговариваю форму этого глагола в нужных лицах. Например, я będę musiała, ты będziesz musiała, она będzie musiała. И еще одна ситуация, в которой я иногда нахожу время для таких коротких повторений и проговариваний между делами, между домашними делами. Например, пока варится каша или суп. Я пробовала также делать это, то есть повторять во время выполнения домашних дел, например, во время мытья посуды, но мне не понравилось, так как я начинала мыть посуду гораздо медленнее, и поэтому я решила повторять не во время, а в перерывах между домашними делами. На первый взгляд кажется, что такие короткие забеги занятия неэффективны, но на самом деле они мне кажутся более эффективными, чем обучение зубрежка без перерывов. То есть, на мой взгляд, лучше сделать пару таких небольших занятий, чем сидеть на месте в течение 2-3 часов без перерыва зазубривать материал. Гораздо важнее учить понемногу, но систематически, без длительных перерывов, чем один раз за один присест. У меня, в принципе, нет сейчас возможности учить язык сидя. Как правило, я делаю это на бегу. И, несмотря на это, результаты у меня довольно хорошие. Уже несколько поляков, с которыми я разговаривала, удивлялись тому, что я в Польше совсем недавно, и говорили, что у меня хороший польский. Хотя польский пока я знаю на уровне А1. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. С вами была профессиональный преподаватель немецкого языка Оксана Васильева. До новых встреч!